Всем привет, с вами Алекс, это рубрика 5 Minutes to Gain. Сегодня речь пойдет о том, актуален ли до сих пор процессор HX Stomp в 2022 году, или стоит посмотреть что-то другое. Процессор HX Stomp вышел в 2018 году, и сегодня он до сих пор в продаже, однако за эти несколько лет вышли какие-то и другие новые процессоры, и, конечно, у многих возникают вопросы, а стоит ли рассматривать к покупке сегодня, в 2022 году, вот этот вот процессор. Ну и перед тем, как мы продолжим, напомню, что я уже делал видео о своих первых впечатлениях от этого процессора. Я только вкратце напомню его характеристики. У нас тут один DSP чип, есть 3 футсвитча, есть экранчик у нас, который не тач, обычный. Ну и, конечно же, куча разных эффектов, куча разных усилителей и так далее. Сейчас уже с выходом новых прошивок сюда можно поместить 8 эффектов. Сбоку у нас находится выход на наушники MIDI. С этой стороны у нас находится Send в формате стерео, а также Return в формате левого-правого канала, ну либо моно, да. Ну и он же исполняет роль AUX. В настройках процессора вы можете переключать режим между Return и AUX. Ну и сзади что мы видим? Мы видим гнездо для подключения педали экспрессии, дальше вход левый, правый, можно то стерео подключить, да, выход тоже левый, правый, балансный и балансный, USB, ну и кабель питания. По техническим характеристикам весит эта игрушка около 800 грамм. Грубо округлим до килограмма. Напомню, что положительные моменты в таком процессоре — это его компактность, плюс напичканность всякими различными вариантами подключений, в том числе наличие MIDI. При своих размерах он имеет хороший качественный звук. Ну и также стоит отметить неплохую поддержку со стороны Line 6. Ну и, конечно, сразу напомним о минусах. Это один DSP чип, который позволяет подключить только некоторые из эффектов. То есть невозможно будет подключить огромное количество разных крутых, скажем, мощных, да, эффектов, которые требуют большой обработки. Просто потому, что вам не хватит ресурсов для этого. Вторым минусом можно на сегодняшний день назвать его стоимость, однако все относительно. Третьим минусом я бы назвал качество кабинетов, точнее импульсов, которые идут в комплекте. Четвертым минусом я бы назвал заводские настройки, заводские пресеты. Мало кому они могут пригодиться, хотя кто знает. Конечно, из коробки он звучит так себе, поэтому вам придется подкрутить его ручками, чтобы добиться хорошего результата. При этом дружелюбный интерфейс очень помогает нам с настройкой и делает ее все-таки проще. Но и перед тем, как мы его сравним с какими-то другими актуальными процессорами на сегодняшний день, сразу отвечу на один из вопросов, который вот ко мне поступил. Действительно ли процессор очень сильно нагревается? Он еле теплый. Давайте измерим его температуру. Вот 2 часа, больше чем
2 часа он не выключался. Итак, 31 градус, вот примерно столько показывает мне прибор. Это температура корпуса. Наверное, конечно, внутренности нагреваются побольше, но 31 градус, он еле теплый. Ну и теперь давайте поговорим о современных альтернативах, какие у нас есть. Ну, во-первых, у Hatton Ampera вышел новый процессор. Это Ampera Stomp 2, по-моему, так он называется. Ну, короче говоря, Ampera Stomp. Во-вторых, у нас есть Fractal или Fractal. Ну, неважно, не судите строго за произношение. Со своим процессором FM3. Ну и также у нас есть Boss GT 1000. Ну, возможно, конечно, выходило и больше разных процессоров. Я, может быть, не все назвал, но вот эти вот несколько, да, которые я обозначил, они, во-первых, как-то плюс-минус по своим характеристикам схожи, имеют одинаковые примерно форм-факторы, ну, плюс-минус, да, по размерам тоже как-то они похожи, и имеют вот такой формат Stomp, то есть процессоров, педалей, да, которые имеют небольшое количество кнопок переключений. Но я вам, конечно, сразу же могу сказать, что есть две части. Это функциональность и сам по себе звук. Звукофункциональность, да, они могут сильно отличаться у разных моделей, то есть где-то, может быть, вы услышите покачественнее звук, но при этом функциональность будет послабее, да, либо наоборот. Ну, то есть идеального варианта, к сожалению, сейчас пока что никакого не существует. Сравнение этих процессоров вы можете найти в интернете. Я же вам хочу сказать мою точку зрения по этому поводу, основываясь на их технических характеристиках и на тех сравнениях звука, которые я видел, слышал и имел возможность даже потрогать своими руками. Помнится, мне писали про FM3 и про то, что я забыл, что есть такая замечательная вещь. Нет, ребята, я не забыл про FM3. FM3, конечно, очень интересный, хороший процессор. При этом сравнивать его со Стомпом все-таки немножко некорректно. Во-первых, я могу сказать, что FM3 я видел достаточно часто. За вот буквально вот недавнее время я репетировал с группой, и у моего второго гитариста, которого я очень хорошо знаю, как раз процессор FM3. У меня была возможность на нем поиграть, потрогать его руками, посмотреть, что это такое, и как-то его сравнить по звуку со Стомпом. И, конечно, если мы говорим про звук, то у FM3 он все-таки немножко получше. Я не могу сказать, что он прям на голову превосходит этот процессор, но все-таки FM3, да, и вообще Fractal, вот они хорошо делают, да, вещи, они действительно очень хорошо моделируют и эффекты, и усилители. Вот, у них это хорошо получается, и FM3 в этом плане не исключение. Однако не могу сказать, что он выигрывает у Стомпа в разницу в цене. Да, то есть FM3 стоит намного дороже, чем Stomp, при этом разница ощутима в большей части при сравнении эффектов и в меньшей части, да, при сравнении усилителей. То есть, грубо говоря, заплатив больше денег за Fractal, вы получите, конечно, и получше результат, но он не будет соответствовать той ценовой разнице, да, между Стомпом и между Fractal. И, во-вторых, да, не стоит забывать, что Stomp он все равно меньше, чем Fractal, и прилично меньше. То есть Fractal вы, например, не положите в гитарный чехол, его приходится как-то таскать отдельно. А Stomp, пожалуйста. То есть все-таки Fractal и Stomp немножко на разных уровнях, и даже не столько по своему звуку, сколько по тому, как вы хотите пользоваться этими процессорами. Если вас интересует в первую очередь компактность с хорошим звуком, то, конечно, лучший выбор это Stomp. Если же вы готовы мириться с тем, что процессор придется таскать еще отдельно, да, в другой руке, и вы готовы заплатить больше денег, да, несмотря на то, что вы не получите прям огромную разницу, да, но вы готовы заплатить деньги для того, чтобы получить просто лучший результат, то, конечно, ваш выбор это Fractal, то есть это процессор FM3. Что еще выделяется у FM3? Ну, наверное, то, что звук из коробки, да, то есть без каких-то настроек у него изначально получше, чем у Stomp, да, поэтому если вы сравниваете, вот берете Stomp и FM3, то разница огромная. Но если вы немножко приложите усилия и
поднастроите Stomp, а это не очень сложно, так как интерфейс там достаточно дружелюбный, то вы можете получить схожий результат. Ну и второе, у FM3 все-таки не очень дружелюбный интерфейс, по моему мнению. То есть обращаться как-то вот с продуктами Line 6 и со Stomp более приятно. Хотя, может быть, это и не особо сильно нужно будет, потому что изначально, как я и сказал, звук у FM3 лучше из коробки, и с этим не поспоришь. Какие еще есть альтернативы? Например, Boss GT1000. У Boss есть возможность навернуть огромное количество разных эффектов. То есть, конечно, здесь HX Stomp с ним даже и близко не стоял. И, наверное, и многие другие процессоры такого формата. Однако больше не всегда значит лучше. Конечно, Boss GT1000 тоже можно неплохо настроить, и есть некоторые усилители, которые очень хорошо на нем звучат. Но в подавляющем большинстве я слышал все-таки у него более худший результат по звучанию по сравнению, например, со Stomp и по сравнению с тем же Hot Tone Ampere. То есть, если вам нужно очень-очень много эффектов, это вариант для вас. Качество будет все же похуже. Однако это мое мнение, и оно основывается на том, что я видел и слышал, в том числе на разных видеосравнениях, где люди это делали, ну, скажем так, с прямыми руками. Ну и, конечно, нельзя не вспомнить про Hot Tone Ampere. Относительно недавно они выпустили свой обновленный процессор Ampere Stomp 2, по-моему, он называется. Ну, в общем, Ampere Stomp я его буду называть. И на самом деле, если мы посмотрим, то по характеристикам, по возможностям, вообще вот по своему подходу, он очень близок к Stomp, к HX Stomp. При этом сделан так, чтобы немножко его везде превосходить. Например, там можно поместить уже 12 разных эффектов по сравнению с 8 эффектами у Stomp. И там гораздо больше чипов DSP. А это значит, что вы сможете одновременно использовать больше качественных эффектов. У него уже появились многие те же самые фишки, что есть у Stomp. Например, у Ampere, если не ошибаюсь, не хватало MIDI. Ну, не знаю, ну вот на One Plus, по-моему, там точно такого не было. В общем-то, у этого Stomp уже есть практически все. И балансные входы, точнее не входы, а выходы, да, и два входа, да, и MIDI. То есть все, вот набор практически полностью идентичен, как у Stomp. Более того, в качестве кабинетов там уже изначально даются импульсы от Celestion, то есть достаточно качественное звучание кабинетов из коробки. И также, как было замечено, что уже из коробки с изначальными настройками многие усилители звучат очень-очень неплохо, и нужно потратить меньше времени, чтобы их настроить как-то вот, чтобы они хорошо звучали ближе к реальным усилителям, по сравнению со Stomp, например. Единственное, что, конечно, у него чуть побольше размер, но не очень значительно. И что у нас получается? Там есть все, что есть у Stomp. Там есть тачскрин, там больше DSP. То есть, в принципе, да, если так посудить, он во всем лучше, чем Stomp. В чем он проигрывает Stomp? Ну, на самом деле, практически ни в чем, кроме некоторых деталей. Во-первых, у Stomp есть режим снапшотов, который позволяет в режиме реального времени, реальной игры менять характеристики и настройки, да, разных ваших эффектов. При этом не затрачивается практически никакое время на то, чтобы эти настройки менялись. То есть изменения происходят мгновенно. И для некоторых такой функционал является решающим при выборе между HX Stomp и Ampere Stomp. Однако было замечено, что этот функционал может появиться, либо может быть уже появился в обновлениях для Ampere Stomp. Ну что ж, посмотрим. Второе, в чем лучше Stomp, это в частоте дискретизации самой звуковой карты. То есть звуковая карта позволяет записывать с частотой в 96 кГц. Зачем это нужно? Ну, честно говоря, это вам виднее. Может быть, для кого-то частота дискретизации важна. Но это в целом может говорить о том, что звуковой интерфейс в Stomp все-таки использован достаточно качественный. Хотя, может быть, и в Ampere он неплохой, просто урезали частоту, но не знаю, для чего это надо было делать. И вот и получается, да, что на сегодняшний день, в принципе, ничего особо нового не появилось, то есть FM3 это немножко другой уровень, да, и немножко для других целей. А сравнивать
между собой правильнее будет Ampere Stomp, да, и HX Stomp, чем, в принципе, все сейчас и занимаются. И правильно делают. В принципе, Ampere Stomp очень-очень хороший процессор. И когда еще был просто обычный Ampere, я еще тогда говорил в прошлых своих видео, я говорил, что это очень интересный процессор, потому что я его слышал, я слушал сравнение между разными процессорами, и я понимал, что уже на тот момент, да, он достаточно хорошо звучал. А здесь все, в принципе, улучшили и добавили всякие другие новые возможности, и добавили то, чего ему прям так не хватало, то есть получилась, грубо говоря, конфетка. Поэтому давайте прорезюмируем. Что же все-таки выбрать в 2022 году, Ampere или HX Stomp? На самом деле, на сегодняшний день я бы здорово задумался. Конечно, по возможностям Ampere обходит Stomp. И мне очень нравится то, что там есть тачскрин, да, и мне нравится, что тоже дружелюбный интерфейс, и то, что там уже изначально входят неплохие кабинеты, да, то есть импульсы. И можно использовать до 12 эффектов разных, то есть все очень здорово. И AUX сделан по-человечески, то есть он сделан в виде именно отдельного подключения, да, через 3,5 мм джек. При таком функционале эта штука еще стоит дешевле, примерно на 10 тысяч рублей по сравнению с HX Stomp. Что же на стороне HX Stomp? Почему не так все однозначно с Ampere? Ну, во-первых, могу вам сказать, что HX Stomp, несмотря на то, что он вышел уже достаточно давно, да, до сих пор получает обновление. И, конечно, уже кто-то говорит, что HX Stomp доживает свой жизненный цикл, однако мне кажется, что не все так просто. Во-первых, потому что совершенно недавно Line 6 выпустили новые кабинеты, которые основываются на звучании моделирующих процессоров, да, HX серии, то есть Helix, HX и так далее. То есть можно сказать, что Line 6 не будут бросать на полпути все это дело, да, и будут только развивать вот эту всю экосистему. Но подумайте сами, они выпустили недавно абсолютно новый продукт, который основывается на звучании текущих моделирующих процессоров, которые у них сейчас есть. Конечно, они будут их поддерживать, да, на какое-то время, во всяком случае, на это стоит рассчитывать. И, соответственно, у HX Stomp это и нравится, да, что есть поддержка и неплохая поддержка пользователей продукции Line 6 достаточно много по всему миру. Продукция очень популярна, да, и они просто так ее не бросят. Ну и также, если вспомнить старые продукты Line 6, то поддержка их осуществлялась на протяжении очень длительного периода. Третье, что может быть тоже решающим в пользу HX Stomp или в пользу Ampere, да, это то, как они сделаны. Несмотря на то, что Ampere действительно, да, он удобнее, там есть тач-скрин, да, но у Stomp за счет его формата и за счет того, что, в принципе, вот этот дисплей не имеет функциональности, он выглядит для меня как более надежный вариант. Дисплейчик не очень большой, соответственно, его сложнее повредить как-то. То есть меньше вероятность, да, что что-то в нем сломается. В итоге, конечно, если вы хотите купить сегодня современный процессор, новый, да, и вам, в принципе, без разницы на фирму, да, то я бы посмотрел, конечно, в сторону Ampere. Именно если брать новый процессор, да, Ampere Stomp, он дешевле и он имеет огромный функционал, да, не хуже, чем у HX Stomp. Однако, если вам важны такие вещи, как частота дискретизации и поддержка, то HX Stomp, наверное, будет поинтереснее смотреться, потому что, ну, во-первых, даже несмотря на то, что продукт не новый, он до сих пор поддерживается, да, и уже есть много разных тем и вопросов, которые были по нему решены. То есть вы найдете всегда про него разную информацию, да, и поддержку на официальных форумах. Также он может работать как звуковая карта именно в режиме 96 кГц, 48 кГц, да, то есть у, например, Ampere это только 44,1 кГц. Ну и, конечно, не забываем про БУ. HX Stomp появился достаточно давно, и если вы найдете на БУ рынке его за приемлемые стоимости, раза в 1,5, может быть там в 2, да, дешевле, чем Hotton, да, Ampere Stomp 2, вот, ну, либо хотя бы 1000, грубо говоря, там на 10-15 дешевле, да, то это уже будет
такой аргумент в сторону рассмотрения этого процессора. Очень весомый такой денежный аргумент. В то время как Photon Ampere Stomp все-таки появился не так давно. И, скорее всего, бэушек не так уж и много. Но, конечно, не стоит забывать, что продукция Lion 6 это продукция с именем, и она всегда более-менее ликвидна. То есть, иначе говоря, вы сможете ее купить, и вы сможете, скорее всего, ее без проблем продать. Я не говорю, что Ампера в этом смысле гораздо хуже, но все-таки сами понимаете, что Lion 6 гораздо более популярная фирма. Ну и, наконец, пару слов для тех пользователей, у которых уже есть HX Stomp, либо для тех людей, которые недавно его купили. Процессор до сих пор очень хорошо звучит. Нельзя сказать, что другой какой-то процессор прям на голову разбивает его по звучанию, вот с учетом его форм-фактора, то есть небольшого размера, в том числе и Photon Ampere Stomp. Поэтому с выбором вы, скорее всего, не ошиблись. Второе, если он у вас уже есть или какое-то время вы пользуетесь, то нет смысла его продавать и менять на Photon Ampere Stomp. Просто потому, что это фактически все то же самое. Да, все то же самое, только немножко получше в каких-то моментах. И то не во всех. Поэтому вот так вот бежать сразу же срочно продавать его, что вышел новый Photon Ampere Stomp, господи, у меня это старье. А старье-то, оказывается, в принципе, и до сих пор отлично звучит, и до сих пор с ним сравнивают, да, и до сих пор получают примерно похожие результаты. Поэтому нет смысла, да, его менять, вот так вот бежать. Стоит подождать еще хотя бы несколько лет, пока не выйдет что-то еще более интересное. Возможно, мы дождемся чего-то подобного в таком же форм-факторе от Fractal, либо, может быть, выйдет какой-нибудь HX Stomp 2, например, где будет больше мощности, там чипов, качество эффектов лучше и так далее. Так что, отвечая вкратце, актуален ли до сих пор процессор HX Stomp сейчас, в 2022 году, отвечу однозначно, да, актуален. По поводу покупки, если новый, то тут можно подумать между выбором в пользу Photon Ampere Stomp или HX Stomp, в зависимости от того, что вам больше нравится. И в качестве БУ однозначно, да, стоит рассматривать. Ну, а я свой HX Stomp пока что менять не собираюсь. Смысла я большого в этом не вижу. Большого выигрыша я тоже в этом не вижу. Для моих целей он пока что подходит. Мне больше ничего не нужно. Вот как только выйдет какой-то процессор, который прям будет вот прям вот на голову, да, выше, тогда да, я скажу, ну вот этот дружок уже устарел. И то я уверен, что это будет не в ближайшем будущем. На этом все. С вами был Алекс. Будут вопросы, комментарии, пишите. Всем пока.